Всем привет, ребята! Сегодня на обзоре подарочный танк ВК-2801, Толстопард еще его называют. Попросили записать полевую модернизацию. Вот я записываю все, что по эту тему у меня наработано. Так, смотрите, по комплектации, давайте по оборудованию. Вот это основа 90% игры. Вот вентиль, досылатель и стабилизатор. Все это с одноклассниками играть и можно седьмым, если уже попадаются. Вторая комплектация у меня, она была почему такая именно. Он, как бы сказать, хоть он и легкий танк, но он очень такие не светлячного размера, и плюс он достаточно заметный. Но из одного боя я вот это решил эту комплектацию поставить, поскольку попал к семеркам и восьмеркам, и свои одноклассники 6 уровня наотрез отказывались, и карта светлячная была такое, чтобы подсвечивать. Все стали в кусты и стояли. Прислушайте, ехать с вот этой оборудкой первой, ехать, светить, как-то там крутиться. Да и вариантов особо не было. 8-7 уровень с этой пукалкой вы особо не поиграете, ребята. Либо без урона, либо 10 выбивает, ну такое, чтобы попало. Поэтому на подсвет пришлось пустить эту технику. Поэтому комплектация меня поставила все на этот самый просветленку, малошумку и турбинку. Ну, турбинку, возможно, еще на венте поменяет 20 дополнительных света мне метров и еще незаметности, еще пока подумаю вот этот вариант. Все, это такая вот комплектация у меня. Но опять-таки, вот эту комплектацию светлячную использовать, если выполняется два условия. Первое условие — это когда вы попадаете к семеркам, восьмеркам, то есть восьмерки есть по-любому и семерки. И вторая, если карта Прохоровка, Малинка, то есть вот такого типа карта, где можно подсветить. Остальные варианты, если не выполняется это условие, вот этот модуль игровой. По снаряжению первый и второй одинаковый, я не использую здесь ДП. Вообще очень дорогой танк, если голдую, например, использовать, чтобы вы понимали, голдовый снаряд 4000 стоит. 4000 это можно банкротиться, если играть на нем. 4800 голдовый снаряд на ИС-7 стоит, а здесь 4000, так ИС-7 десятка. Ну, в общем, переходим к этому самому модернизации. Здесь первое ставим настройка клапанов, мощности двигателя, чтобы более быстрее разгон был. Уменьшили, конечно, мы уменьшили скорость максималку, но это не критично. 62, видите, 66. То есть стартовая скорость тут важнее, у него динамика, чтобы лучше была динамика. Следующая у нас по уменьшили стабилизатор. Видите, смотрите, у него огромнейший разброс 0,5. Это при том, что стоит. Если так, еще 0,53 будет. Уменьшили на полсекунды зарядку, да, но лучше все-таки, я думаю, стабилизатор хоть чуть-чуть уменьшить. С таким разбросом, ребята, очень сильно большой. Все, здесь переходим к скорости. Выставляем следующий у нас модуль: облегченная противосколочная защита. Мы увеличили максимальной скорости, да, ухудшили урон от таранок, времени оглушения. Но оглушение на этих уровнях, он вообще не критичный. Там буквально 5 секунд, если у вас попадает арта такого быстрого танка. В защите экипажа тоже нету никаких на этих самых замечаний. Но скорость назад, вот смотрите, мобильность. Так, мобильность где у нас? Сильно падает назад, поэтому либо не ставить ничего, либо вот этот, что у меня стоит модуль. Смотрите, 19, это ну, маловато для этого тонка. 25, то есть вот этот модуль ставим. Все, вот это все вкачали, вам дает плюс 3% скорости поворота ходовой. Ну и все, в принципе. Также не забываем, когда все вкачали, ставить галочку, чтобы экипаж развивался равномерно. Все, ребят, вот такое видео. Всем спасибо. Надеюсь, оно вам пригодится и станет полезным. Увидимся.